Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Сегодня грядет очень непростой и очень интересный день в связи с заседанием ФРС в Джексон-Холле. Как известно, слово «холл» в английском языке многозначно, видать, оно неспроста настолько многозначно. Друзья, давайте рассмотрим, какая динамика сегодня предполагается по доллару, нефти, золоту, рублю, другим активам. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube канал. Поехали! Итак, друзья, смотрите, сегодня в 16:00 по Москве, в 10:00 по американскому времени начинается заседание в Джексон-Холле. Ну и завершается оно в 17:00 по американскому времени, соответственно, по Москве это 23:00. Все это время будет весьма волатильно. В пятницу нормально неделю закрыть и расслабиться не дадут. Будут полеты, кручения туда-сюда. Ну и поэтому будьте готовы к тому, что пятница будет очень веселой и очень непредсказуемой, возможно. Так, давайте перейдем к календарику, что сегодня еще намечается. Вышел базовый индекс потребительских цен в Токио, в Японии. Ну и здесь, как ни парадоксально, инфляция нулевая, но на самом деле, с учетом того, что в Японии инфляции вообще нету, там было даже потерянное десятилетие такое, то на самом деле для Японии это отнюдь не самый плохой результат. Высокоразвитые страны очень любят небольшую инфляцию для того, чтобы там происходил экономический рост. Так, далее, объем прибыли в промышленности Китая, показатель которому присваивается не очень большой вес, одна звездочка, но тем не менее он несет в себе массу потенциальных скрытых как возможностей, так и рисков. Мы с вами видим, что объем прибыли в промышленности Китая проседает. Ну и, собственно говоря, возвращаясь к тому вопросу, что все эти процессы, которые идут с так называемым закручиванием гаек по китайскому хай-теку, они связаны с тем, что китайская экономика начинает остывать. И заранее, заблаговременно пытаются предпринимать меры, которые облегчат падение, сделают его менее болезненным. Это к вопросу о том, что вот, может быть, китайский регулятор смилостливится, а может быть, американцы не будут поднимать вопрос о делистинге компаний китайских. Ну, все может быть, но тренд здесь на то, что китайская экономика и китайский хай-тек в том числе будут сжиматься и проседать. Так, друзья, ну далее в 15:30 Соединенные Штаты, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, существенный момент, конечно, не столь важный, как заседание симпозиума в Джексон-Холле. Ну и дальше 16:00 симпозиум начинается по Москве и 17:00 выступление главы ФРС Пауэлла. Но, разумеется, это самые ключевые события, которые собой все затмят. Так, ну и здесь как раз пошло обострение всех афганских событий. Они, несомненно, влияют на рынок, но здесь негативное влияние, оно носит, по крайней мере, в такой коннотации краткосрочный характер. Да, может в средний срок повлиять это как падение престижа Соединенных Штатов, но, скорее всего, я так подозреваю, эти события, они связаны с макроэкономической повесткой, которая в ближайшие 1-2 месяца будет, возможно, весьма неблагоприятной. И поэтому здесь достали Джокера. Так, друзья, но в Китае продолжается история с Evergrande, крупнейший китайский застройщик. Эта история, она, в общем-то, может оказаться, к сожалению, ключевой для Китая. Одна из проблемных компаний, из проблемных мест, то, что связано с застройкой. И я предполагаю, в среднесрочной перспективе здесь события могут начать развиваться очень стремительно. Чем дольше пытаются сдерживать имеющиеся проблемы, тем более грандиозным бывает разрешение. Так, ну вот еще примечательно такое событие. Верховный суд отменил запрет на выселение в случае неуплаты. То есть ту защиту, которую организовывал Байден по отношению к тем американцам, которые утратили возможность оплачивать жилье. Тема очень болезненная, очень непростая для Соединенных Штатов, потому что, с одной стороны, если отменять этот мораторий, это ущемляет
права тех людей, которые арендуют. Потому что, с одной стороны, те лендлорды, ну скажем так, даже не богатые лендлорды, люди, которые, допустим, взяли ипотеки для того, чтобы это жилье сдавать в аренду, они оказались в очень непростой жизненной ситуации, их тоже можно понять. Потому что, ну, среди американцев, как вложение денежных средств, нередко практикуется приобретение дополнительной недвижимости, которая сдается в аренду, ну, в общем-то, как и в России. И, соответственно, многие люди, которые таким образом делали, формировали свой бюджет, свои пенсионные накопления, они оказались в очень непростой ситуации. Потому что, с одной стороны, им не платят, они не получают доход, с другой стороны, как бы у них платежи-то капают, им деваться некуда. Вот, и поэтому, конечно, вот эта возникшая ситуация, с одной стороны, мораторий, потому что людей реально выгоняют, это вызывает и эскалацию, и социальную напряженность, а также дестабилизацию вообще и экономической, и социальной ситуации в Соединенных Штатах. И с другой стороны, так или иначе, это грозит многими банкротствами тем людям, которые в ипотеку приобрели дома и сдали их в аренду. Ну и судя по всему, вот эта тема, она осенью, сентябрь-октябрь станет очень сильно давлеющей, потому что здесь идет существенное противоборство сторон, слишком многие интересы затронуты, и как вариант, вот это тоже общество очень сильно американское расколет и создаст массу противоречий. Возможно, даже появится некий новый вариант, что-то типа Black Lives Matter. Касательно сегодняшнего симпозиума, есть такая точка зрения, что ситуация в Афганистане, талибы помогут удержаться на месте Пауэллу. Я думаю, здесь дело в другом заключается. Пауэлл равновесная фигура, и он в любом случае на текущий момент наиболее оптимальная кандидатура для того, чтобы сохранить свой пост на руководящей позиции ФРС. Ну и по сути для Пауэлла, конечно, очень непростая вся эта ситуация, потому что с одной стороны надвигается чудовище инфляции, несмотря на то, что были многочисленные заявления, что осенью инфляция уменьшится, но здесь как бы получается с двух сторон действуют силы. С одной стороны надо договариваться с администрацией Байдена, которая намерена, в общем-то, отвечать чаяниям большинству простых американцев, и с другой стороны, как бы отвечание этим чаяниям приводит к тому, что инфляция начинает катастрофически разрастаться. Ну и вот, в общем-то, Baltic Dry и все другие стоимости различных видов фрахтов улетают в космос. Инфляция, которая разрастается, она не имеет сейчас уже никакого отношения к росту развитых экономик. То есть там для того, чтобы шел экономический рост, нужно немножко денежек печатать, чтобы все время маховик крутился. Здесь уже это печатание денег, оно переросло просто в надувание затрат. И поэтому здесь, скорее всего, я так предполагаю, заседание в Джексон-Холле будет достаточно миролюбиво протекать, хотя волатильность будет иметь место. А вот все ключевые события, они, наверное, либо на конец сентября будут отложены, либо, возможно, где-то в ноябре пойдут заявления или даже решительные действия в части того, чтобы сократить объем выкупа. Так, друзья, давайте немножко отвлечемся. Вот такая интересная тематика, как ковид повлиял на то, что происходит, на продуктивную деятельность людей, на производительность труда и на многие другие факторы, которые играют ключевую роль в развитии экономик. Такая вот интересная закономерность получена, из которой следует, что произошел значительный прирост производительности труда, причем лидеры по приросту производительности труда являются Южная Корея, Соединенные Штаты и Канада. Соответственно, это как раз те страны, которые в так называемый постпандемийный период могут оказаться лидерами экономического роста. Но Соединенные Штаты, кстати, они занимают не самое доминирующее положение. Налицо два форвардера, это, соответственно, Южная Корея и Канада. Ну и возвращаясь к политике ФРС, вот есть там такой страшный ястреб, который Каплан. Соответственно, по мнению господина Каплана, сейчас назревает наиболее удобный момент для того, чтобы начать постепенное закручивание гаек и резать
покупку облигаций. Потому что все это происходит на фоне восстановления экономики. Единственный такой момент, не совсем коррелирующий со словом восстановление экономики, если идет бурное восстановление экономики, откуда тогда проблема с мораторием на выселение? То есть, это как бы вещи, они, наверное, все-таки не совсем между собой коррелируют, либо свидетельствуют о том, что есть противоречия, которые они либо скрыты, либо не все в полном объеме учитывается. И такие ситуации, они приводят к тому, что возникают что-то типа Black Lives Matter, или то, что происходило в начале января 2021 года, когда американские выборы, часть общества была не согласна и попыталась взять реванш. Ну и вот этой осенью, я полагаю, с высокой степенью вероятности вот этот клубок противоречия, который заключается с одной стороны, что деньги, которые генерят в виде различных инструментов, они уже перестали эффективно работать, и по сути дела они душат экономический рост. И с другой стороны, конечно, страшно начинать резать все эти стимулы, потому что это может обрушить рынки и экономику. Ну вот у господина Пауэлла будет прекрасная возможность доказать свой профессионализм и разрубить этот Гордиев узел, вывести Соединенные Штаты и весь мир из этой непростой ситуации ковидной. Так, друзья, далее китайский фондовый индекс CSI 300, это недельный таймфрейм. Ну, мы с вами видим, что на самом деле здесь, по сути, пока процесс остывания китайского фондового рынка, он не завершился. То есть здесь для того, чтобы произошли положительные изменения, необходимо устойчивое пробитие 5000 и проторговочка выше 5000. Судя по динамике движения, в ближайшее время этого не ожидается. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Индекс VIX волатильности, недельный таймфрейм, давайте дневочку поставим. Так, по дневочке началось у нас движение, но это вполне естественно для таких знаковых событий. Здесь что хорошо, то что все-таки хоть и пробили 18,5, но движение выше 20,3 оно пока не произошло. Но опять же 18,5 пробили, закрылись выше, и это говорит о том, что сегодня, скорее всего, вполне естественно, волатильность будет достаточно высокой. Два уровня, пробития которых будет критично, это 20,3 первый, и следующий уровень это 25,5. Вот если 25,5 будет взят, то здесь на рынке начнутся очень серьезные распродажи. Так, друзья, далее индекс доллара DXY, он замер на сегодня, но тем не менее здесь рисуется формация, которая указывает на то, что если сейчас пойдет пробитие 93.15, то мы на сегодня получим рост индекса доллара. Если такого не будет, если вот это колебание продолжится, то весьма вероятно, либо сегодня, либо в понедельник мы увидим движение на 92.62. Так, друзья, далее S&P 500, дневной таймфрейм. Видите, здесь, как ни парадоксально, он пытается расти и переписать максимум, который был взят недавно. Здесь есть волшебный уровень, это 4450. Пока этот уровень не пробит, все откаты будут выкупаться и будут активно его здесь муссировать и далее тащить наверх. Обращаю внимание, что у нас цикл существенной просадки следующий находится в районе 18 сентября. Так, друзья, далее нефть Brent. На часовик переходим. Смотрите, здесь все-таки 72 решили по Brent брать. Ну и здесь сейчас в ближайшее время ситуация разрешится. Пробой 72,4, 72,4, 72,5. Если такой пробой происходит, то цель движения будет в районе 74,1, 74,2. Если здесь мы не пробиваем, то есть начинается при подходе к этому значению, либо от текущего значения 72,1 снижение объема, то у нас на сегодня по нефти будет план коррекционный откат на 70,85. Поэтому в ближайшее время, где-то до обеда, ситуация здесь определится. Если пробой не наступает, то у нас под конец пятницы движение в район 70,85. Ну и учитываем, что сегодня очень волатильно все. Так, друзья, смотрите, по золоту опять высадили парашютистов.
Сейчас цель движения 1807. Если на нем происходит закрепление, следующая цель находится в районе 1814. Так, друзья, далее рубль-доллар, фьючерс, сишка, часовой таймфрейм. Здесь с утра произошел откат, укрепление рубля. Ну и, соответственно, на текущий момент у нас по фьючерсу критичный уровень 74 200. Если он пробивается, то, соответственно, мы уходим вот сюда, вот консолидироваться на 74 тысячи. Если пробоя не будет в ближайшие 3-4 часа, то от текущих значений, либо чуть пониже, здесь разворотная формация и отбой с целью движения на 74 600, где его уже ожидают. Так, далее евро-рубль. Здесь картина несколько схожая. Единственное, только если оперировать евро-рублем, все-таки здесь, я думаю, больше вероятность того, что сейчас будет движение на 87 300, 87 250. Вот сюда, к этому значению. Но здесь критичный уровень 87 200. Если он пробивается, то укрепление рубля сегодня будет в район 86 950. Мне такой сценарий пока кажется маловероятным. Скорее всего, вот движение где-то здесь оно завершится. Так, друзья, далее ришечка. Сентябрьский фьючерс. Ну, смотрите, часовой таймфрейм. Здесь пошел импульс движения наверх. Ну и, соответственно, критерий того, что не реализуется такой сценарий, это коррекционный откат с пробитием 162 500. Пока больше факторов указывает на то, что либо движение наверх сейчас произойдет, либо будет консолидация в районе уровня 163 250, 163 300. Так, друзья, далее серебро, часовой таймфрейм. Но здесь четкое движение идет. Первая цель 23,7, 23,8. И следующая цель тестирование на пробой уровня 24. Вот это все не срабатывает, если сейчас коррекционный откат и пробитие 23,5. На текущий момент идет борьба за уровень 23,7. Как только здесь происходит закрепление и консолидация над этим уровнем, сразу очень энергично оно пойдет наверх. Так, друзья, далее норильский никель. Давайте часовик возьмем. Ну, смотрите, здесь никак ему расти не дают, но на самом деле ситуация не такая негативная. Потому как, если он удерживает 23 500, его заново не тестирует, то у нас отсюда намечается коррекционный отскок, у которого цель движения будет находиться в районе вот здесь вот 24 350. Ну и потом у нас уровень 24 750, вот здесь. Поэтому, если повторного задерга сегодня не будет, то либо уже сегодня, либо в понедельник цель движения поэтапно вот так вот будет развиваться. Так, друзья, давайте еще рубль-доллар спот посмотрим. USD Tomorrow, дневочка. Ну, здесь у нас, по сути, мы просто перешли в новый диапазон качественный. Это 74,5 верхняя граница, нижняя граница 73,75. Да, здесь идет движение на рост доллара против рубля, никуда от этого не деться, слабость российской экономики. Тут никакого Армагеддона нет, просто экономика слаба. Она не производит прибавочную стоимость. Соответственно, накачка за счет роста цены на нефть, на металл, она просто приводит к тому, что раздуваются пузыри и раздувается инфляция. Так, но переходя к часовику, сейчас идет коррекционное укрепление рубля. У нас есть давнишний уровень 74.08, 74.12. Соответственно, если этот уровень не пробивается по споту, то у нас отсюда формируется отскок, у которого цель движения наверх. Если сейчас здесь происходит пробой, то, возможно, рубль укрепится, но есть другая волшебная цель, это 73.95. Скорее всего, ниже вот этого диапазона укрепление не пойдет. То есть наиболее вероятно сейчас проторговочка в районе 74.08, 74.12, вот этот диапазон. Если здесь возникает пробой, то скорее всего ниже 73,9 доллар не ослабнет. А если здесь все-таки пробой возникает, то следующий уровень, где ловить падающий доллар 73,6, 73,66. Ну, смотрите, сегодня день очень волатильный из-за этого заседания. И поэтому потоки капитала, они в любой момент могут измениться. То есть сейчас вот я таким образом это вижу, но
к обеду ситуация может в корне поменяться, потому что либо какие-то слухи запустят, либо какие-то комментарии по мыслям Пауэлла или Каплана. И, соответственно, все это очень резко может поменяться. Друзья, в общем-то все, основные моменты. Спасибо за внимание, успешных торгов.